Пробую свои силы в изготовлении очаровашки Тильды. Я взяла хлопок телесного цвета. Обвожу выкройку, взятую на просторах интернета, самоисчезающим маркером для ткани. Далее, не вырезая детали выкройки, прошиваю их на машине. Вырезаю по контуру. Для того, чтобы вывернуть деталь, использую небольшую хитрость. Нам понадобится пластиковая трубочка и палочка для суши. Вставляю трубочку в узкую деталь выкройки, придерживаю основание ножки куклы деревянной палочкой и аккуратно выворачиваю ножку. Тоже проделываю с ручками. Пришло время набивки. Я использую синтепух. Тело куклы плотно набиваю, проталкивая набивку деревянной палочкой. Ручки и ножки начинаю набивать плотно, но к месту пришивания деталей к телу плотность набивки уменьшаю, иначе ручки и ножки будут неплотно прилегать к телу. На ножках отмечаю колено и делаю шов. Пришиваю ручки и ножки к телу. Для волос я использую шерсть и иглу для валяния. Приваливаю волосы по пробору.
Делаю прическу и стрижку. Пришло время оформлять личико нашей куклы. Глазки отмечаю контуром по ткани. Делаю нашей Тильде румяные щечки с помощью пастели. Ротик классическим Тильдам не рисуют. Наша кукла готова. Осталось сшить наряд. Он может быть любым. У меня это брючки, юбка с фартуком, жакетик из велюра. И мое изобретение – съемные крылышки. Наряжаем нашу куклу и любуемся своим творением.